Всем огромный привет, дорогие друзья! Наконец-то, после длительной затяжной погоды у нас наступило солнышко. Сегодня я смогу открыть свой купальный сезон. Лежит Гоша, меня смешит. Еще ни разу, заметьте, ни разу я не купалась в море. И сейчас я это исправлю. Ну что, друзья, пробуем водичку. Какая у нас сегодня вода. Ух! Да. Я надеюсь, что я все-таки смогу сегодня окунуться. Кстати, вы сами понимаете, когда долго стоишь в воде, да, уже вода кажется абсолютно не такой холодной. Мы пришли за волнорез. Тут море спокойное, хорошее. Вот это событие. Вот это поворот. Три. Ну как ощущение? Да вообще, кстати, сегодня вообще теплая вода. Я купался в холоднее. А теперь я покажу, как нужно открывать купальный сезон. Кого интересует наличие медуз? Отвечаю. На данный момент медуз нет вообще, чтобы вы понимали, ни одной абсолютно. Людей не сильно много, видите, вон стоят сейчас ветряки. Разрисовали маяк. Он идет не как рабочий маяк, а просто в качестве декора. Вон нарисовали двери, два окна. Решила поближе подойти посмотреть на маяк, как разрисовали. Смотрите. Видите, прям хорошо, красиво, так аккуратненько. Вот, видите, сколько людей на море. Не сильно много. Как говорили нам сами работники пансионата, что в этом году, если бы не профсоюзные путевки, то, наверное, сезон у них бы просто провалился. Ну, именно я говорю за июнь месяц, за начало июня. Потому что люди практически не едут. И, ну, знаете, все боятся, конечно, погода не особо благоприятная. Поэтому все ждут наступления настоящего лета. Но, судя по всему, для нас оно уже наступило. Уже 2 дня подряд хорошая погода. Правда, после обеда дождик срывается, но я думаю, что это не страшно. Видите, какая красота и какое солнышко. Правда, с той стороны тучки находят. И на данный момент опять вот что-то натягивает. Ну а с этой стороны красота. Мягкое, тихое Азовское море. Смотрите, какая красота. У меня вчера случилась небольшая неприятность. Это, кстати, будет очень полезно некоторым девушкам, потому что я много информации перерыла. В общем, слушайте, лайфхак. Мне вчера я легла на одеяло, и у меня полинял купальник. Причем, знаете, ну конкретно он у меня покрасился. Я уже думала, все, уже выбрасывать. Потом пересмотрела много видео на ютубе. Сделала вывод, что в лучшем случае мне может помочь нашатырный спирт. Зашла в номер, давай
отстирывать и шампунью, и мылом. В общем, ничем абсолютно не отстирывалась. Я уже, конечно, расстроилась. Но тут у меня лежала зубная паста. И я себе зубной пастой. Давай пробовать тестировать купальники. Что вы думаете? Вообще просто идеально. Конечно, я больше не ложусь на это одеяло. Но отстирался он хорошо. Так что знаете, если вас что-то полиняло, то зубная паста как вариант. Мы купили круги. Катюшка рада? Да, такой же. И у Юляшки такой же самый. А знаете, чем мне еще нравится этот пансионат? Я так понимаю, что не так давно здесь построили бассейн, причем крутяцкий, девчонки просто в восторге. У нас уже такая традиция. Мы сначала идем на море, там немножко покупаемся, позагораем, а потом идем в бассейн. Смотрите, вот такая вот тут детская игровая зона, горки. Получается, для старших деток горки, это для младших. И тоже такое же разделение бассейна. Есть джакузи, вот девчонки обожают сидеть на вот тех вот таких вот пуфиках, ну, прикольные такие сидушечки. Лежачки, кстати, очень удобные, хорошие. Мы впервые здесь увидели лежаки вот именно вот на такой сетке. А там получается взрослый бассейн. Сейчас схожу туда тоже, окунусь немножко, посижу возле девчонок, проконтролирую, чтобы никто ничего никуда. И они выйдут, потом сами окунемся. Видите небо? Вот как вы думаете, будет сегодня дождь или нет, а? Это, наверное, впервые мы так приехали на море, что практически постоянно сидим в номере и ходим в столовую. Все. Вот такой вот у нас отдых. Так, вот это вот взрослый бассейн, посмотрите. Тут находятся бунгало вот такие. Потом еще небольшие тренажерчики. Еще какой-то массажер. Ну, большой такой бассейн, конечно. А, смотрите, только сейчас увидела, что с него можно вон в детскую перейти. Вот такие вот бунгало, я говорила уже. Но ни разу не видела пока, чтобы тут кто-то отдыхал. А вот там вот море. Вот видите, взрослый бассейн. А тут вот горочки детские. У нас с этой горки даже Юля спустилась. Ну, трусишки, конечно. С этой пока еще с красно-желтой, белой еще никто ее не осеял. Но я думаю, это в будущем все исправится. Так, а тут какое-то подсобное помещение. И, конечно же, джакузи. И наши любимые стульчики. Ныряй.